Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня мы с вами узнаем, какое белье носила Хюррем Роксолана, как она одевалась и куда же все пропало, украшения, одежды и так далее. Почему так мало вещей Хюррем сохранилось до наших дней? Друзья, хотелось бы выразить вам свою благодарность за подписку, лайки и комментарии. Благодаря вам наш канал существует. Итак, многим интересно, что носила на самом деле Хюррем. В сериале султанша одевалась в красивые наряды, но они были не того века. В 17 веке носили другую одежду. Вряд ли фильм был бы на таком пике популярности, если бы сценаристы все-таки взяли настоящие кафтаны того времени. К сожалению, из-за того, что в старом дворце, где хранились вещи Хюррем, произошел пожар, вещи не сохранились, точнее не все. И по записям того времени можно понять и предположить, что носила Хюррем, так как мода в Османской империи не менялась до 19 века. Итак, под одеждой Хюррем носила шаровары, это по-нашему трусы. У Валиде, например, были шаровары из меха. У султан шелковых шаровар было много, насчитывалось до 100. Поверх шароваров Роксолана надевала энтари, это длинная рубашка, обычно она шилась из шелка. Потом одевалась елек. Это платье с красивыми узорами, они могли быть украшены золотом, камнями и другими драгоценностями. И все это дело подвязывалось поясом, он был широким и назывался кушак. Его украшали также камнями и другими драгоценностями. Когда Хюррем получила статус жены самого могущественного султана, она начала носить вещи фиолетового цвета, так как в Риме этот цвет могли носить только богатые и статные господа. Такая одежда стоила очень дорого, простой человек не мог его купить, но Роксолана могла позволить себе такие наряды. После 19 века мода начала меняться, и султаны сменили свои большие тюрбаны на маленькую красную шапочку с кисточкой. И именно в этом году султаны начали носить штаны и костюмы, а женщины надели длинные юбки и просторные рубашки. Также они могли появляться в обществе с непокрытой головой. А в 20 веке изменения претерпели бороды и усы. Мужчины начали бриться. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забываем нажимать на колокольчик. С нами Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня я хотела бы с вами обсудить одну интересную версию.
Она есть у нескольких историков. Что могла Махидевран сказать, когда узнала о смерти Хюррем Султан? Как она отреагировала и что происходило в тот момент? Для того, чтобы нам понять, что и как, нам необходимо окунуться в историю с самого начала. Итак, Махидевран с Хюррем могли бороться за сердце Сулеймана до того, как он взошел на престол. По мнению историка Галины Ермоленко, она пишет, что Хюррем попала во дворец в возрасте 15 лет. Ее появление примерно было в промежутке от 1517 до 1520 года. Несколько неосторожных движений приводят девушек к драке. И, как утверждали очевидцы, это послы, Махидевран выгоняют из дворца. Но есть предположение, что у нее есть еще дети, и они рождались после драки. Поэтому отъезд Махидевран из дворца можно ставить под вопрос. Более подробнее вы можете узнать в этом видео. Ссылка в подсказке выше или в описании к этому видео. После того, как Махидевран отчаялась и перестала бороться за сердце Сулеймана, женщин ждала вторая война, и эта война шла между их детьми. Как известно по истории, дети Хюррем и Махидевран не могли дружить между собой, так как этому мешала война между матерями. Но в сериале «Великолепный век» нам показали, что Джихангир был очень привязан к своему брату. Такого не могло быть. Более подробнее вы можете ознакомиться в этом видео. Ссылка будет в подсказке выше или в описании к этому видео. Каждая из соперниц во что бы то ни стало должна была посадить своего сына на престол. В противном случае, по закону Фатиха, их казнят. Махидевран и Хюррем боролись как могли. Мустафа раз за разом делал неверные шаги, и в сердце Сулеймана закралось сомнение и страх. Мустафу казнили. Но Баязид добил Махидевран. Почему именно он? Тут все просто. Баязид из-за своего вспыльчивого характера делал кучу ошибок. Уж очень сильно он хотел свергнуть своего отца и пошел на сговор с лже-Мустафой и начал собирать янычар, которые хотели отомстить за смерть своего любимого.